Армянское язычество. Дохристианские боги Армении. Несмотря на то, что Армения – одна из первых стран мира, которая приняла христианство, древние верования насчитывали там не 1000 лет. И, как у прочих народов мира, долгое время в народе христианские мотивы сосуществовали с откровенно языческими, перемешиваясь и видоизменяясь. Слово «язычество» и «язычник» на армянском звучит «итанос», «итанос» от греческого слова «этнос» – «народ», то есть язычество считалось народной верой. После падения государства Урарту с его собственным пантеоном богов, языческая религия армян формировалась под влиянием соседних народов. Так, некоторые боги имеют ассиро-вавилонское и иранское происхождение. Армянский Арамаст восходит к иранскому Ахура-Мазде, Анаит, Канахит и так далее. Армения, несколько столетий находившаяся в составе персидского государства, не могла не испытывать влияние древнеиранского маздаизма, религии, предшествующей зороастризму. В целом, маздаизм и зороастризм довольно активно враждовали с армянским язычеством, насаждая иранские воззрения буквально силой, чего обычно в Персии не делали. От маздаизма армяне унаследовали поклонение огню, полигамию и обычай заключать браки между родственниками. В гаремы некоторых армянских царей входили их сестры и дочери. Тем не менее, народ не перенял ядро учения дуализм, в котором противопоставляются, обладая равной ценностью, божество положительное и отрицательное. Дохристианская религия армян была политеистической, но в ней не было четкого противопоставления добра и зла, милостивых и грозных божеств. Попытки насильно обратить армян в зороастризм привели к восстанию середины V века против сасанидов, символом которого стал Вардан Мамиконян. Благодаря полководцу и многим другим героям Армении удалось отстоять христианскую веру. То, во что верили в Армении до христианства, нам расскажет мифология. Армянская мифология или Дицебануцун, основанные на комплексе протоиндоевропейских верований религиозные воззрения и культы древних армян, которые существовали до официального принятия в 301 году при царе Тиридате III, христианство в качестве государственной религии. Пантеон древних армян был синкретическим, сочетал в себе различные культовые положения разных религиозных традиций. Древние армяне почитали местных богов наряду с пришедшими из греческой культуры и персидских верований. Можно встретить 2 или 3 ипостаси одного и того же божества. Пантеон армянских богов сравнивались с античными богами. Арамаст с Зевсом, он небесный и земной творец, бог плодородия, громовержец, отец богов. Анаит, Нане и Михр считаются его детьми. Основные его качества – мужество, храбрость, мудрость, добродетель, борьба за справедливость. У Арамазда был свой день празднования – Навасарт. По аналогии с персидскими традициями отмечался ранней весной. Праздник отождествлялся с изобилием и плодородием. Анаит с Артемидой, ее именуют Великой Госпожой, покровительствующей и защищающей земли Армении. Когда было принято христианство, почитание Анаит переродилось в служение Богородице. Ваагн с Гераклом, бог, побеждающий драконов, повелитель войны, огня, покровитель охотников. Существует легенда, что Ваагн в одну очень холодную зиму украл у Баршама, злого божества, солому и укрылся на небе. По дороге у него падали соломинки, так появился Млечный Путь. На армянском звучит как дорога Соломокрада. Утверждается, что он рожден из ствола извергающего огонь тростника. Астхик с Афродитой. В сюжете одного из мифов рассказывается, что дождь и гроза начинаются после того, как произошла встреча влюбленных Астхик и Ваагна. Астхик покровительствует девушкам и беременным. В мифах рассказывается, что Астхик перевоплощается в рыбу. Вардавар, праздник роз или водяная война, посвящается Астхик. В дни праздника жители обливают друг друга и себя водой и раздают розы. Праздник проходит в день летнего солнцестояния, 22 июня. Нане с Афиной, богиня войны, покровительница матерей, ее изображают девушкой в воинском наряде, схоже с греческой Афиной, с копьем и щитом. Нане поклоняются как Великой Матери. Ее имя стало нарицательным и означает «бабушка», «мама». Михр с Гефестом изображается молодым человеком, который пытается побороть быка.
Тир с Аполлоном или Гермесом. Бог письма, разума, знаний, покровитель искусств и ученых, писарь Арамазда, предсказатель судеб, показывает предсказания во сне. Тир провожал души умерших. Храм Тира именовали дворец писаря Арамазда, возле храма собирались предсказатели, жрецы растолковывали сны, учили грамоте. Хайк, бог солнца и родоначальник армянской нации, потомок Ноя, звездный лучник. В Вавилоне организовал и возглавил мятеж против тирании Бела, возвратился в Армению и основал армянское царство. В честь Арая названа гора Арарат. Грох – тот, кто пишет «Дух смерти». Он ведет учет человеческим грехам и добродетелям. Свои записи предоставляет суду Божьему. При рождении каждому Грох пишет на лоб судьбу, но предопределяет ее Бахт. Гроха еще олицетворяют сцаверами, духами болезни. Бахт – судьба, дух, определяющий судьбу. Цавинар – море, армянская богиня водной стихии. Существо из огня, насылала непогоду с дождем, грозой и градом своей яростью. Представляется молодой женщиной, в темных волосах которой находятся водяные лилии. Торг Ангех – потомок Хайка. Его изображали как безобразного неповоротливого исполина, имеющего могучую силу. У него грубые черты лица, приплюснутый нос, страшный взгляд. Голыми руками он отламывает куски гранита от скал, ногтями обтесывает, пока не получатся ровные плиты. На них царапает рисунки животных. Ванатур – тот, кто дает приют, бог гостеприимства. Гисане – бог живой природы, который умирает и воскресает вновь, олицетворяется с греческим Дионисом. Диметр – брат Гисане. Диметр и Гисане – братья, князья, родившиеся в Индии, разгневали правителя и сбежали в Армению. Царь Вагаршак пожаловал им страну, именуемую Тарон. Спустя 15 лет Вагаршак убил братьев. Овладеть Тароном позволил 3 сыновьям братьев. Они установили на горе Карке изваяния отцов, Диметра и Гисане, а роду велели поклоняться им. Лусин – луна. По легенде, однажды молодой человек Лусин попросил булочку у матери, которая замешивала тесто. Мать рассердилась и отвесила ему пощечину. От удара Лусин очутился на небе. Лунные кратеры считают крошками теста на лике Лусина. Фазы Луны означают жизненные моменты царя Лусина. Новолуние – юношество, полнолуние – период средних лет, убывающая луна – наступление старости. После Лусин отправляется в рай. Орев – солнце, в другом значении – жизнь. Аманор – Новый год, божество, дающее самый первый урожай года. По древнему армянскому календарю дата начала года – 15 августа. Спандаромет – бог подземелий и мертвых. Спандаромет принимает значение самого подземелья, олицетворяется с греческим Аидом. Демонические и злые сущности армянской мифологии. Аждахак боролся с Хайком, царь Маров. Прямая аналогия с зороастрийским царем Диомном Захаком. Бел из Вавилона, гигант из страны великанов. Хотел подчинить всех, но Айк восстал против него и убил из лука. Вишапы – духи бури, смерчи. Их изображали как высокие каменные изваяния. Девы – добрые или злые духи. Великаны с огромной головой и огромными глазами, иногда им приписывали черты животных. Каджи – нечисть. Духи бури и ветра, живущие в горах. По легенде, они поймали на охоте Артавазда и заковали в пещере. По поверьям похищали детей, в колыбели вместо них подкладывали своих детей, чахлых и страшных. Чарки – злобные духи, человекоподобные существа с вывернутыми вперед пятками. Баршамин – рожденный небом. Божество, борющееся с богами и героями. В древнеармянском мифе о Млечном Пути рассказывается, как Ваагн холодной зимой украл у ассирийского короля Баршама воз соломы для того, чтобы спасти народ Армении от холодов. Чтобы принести солому, ему пришлось пройти через рай, и по пути он ее ронял. Так появилась белая полоса, которая и является следом Млечного Пути. В северо-западном районе Ширакского Марза, вблизи поселка Огмик, археологическая экспедиция под руководством профессора Айка Акопяна обнаружила уникальный языческий храмовый комплекс. Помимо украшений, керамики и прочего,
Были найдены и следы жертвоприношений, в том числе и человеческих. В армянской мифологии часто местные герои и боги действуют вместе с историческими личностями других культур. Ара-Гихецик – армянский царь. Покоренная его красотой царица Вавилона Семирамида предлагала Аре себя и свою страну, но, получив отказ, возненавидела его и объявила войну с единственной целью – захватить царя в плен. Однако тот погиб в бою, и Семирамиде достался только его труп, который она безуспешно пыталась оживить. Армяне до 301 года нашей эры были язычниками и приняли христианство по приказу своего царя Тиридата III. Почти все языческие храмы были разрушены, и на их фундаментах были построены христианские храмы. Впрочем, сам царь принял христианство лишь тогда, когда его настигло безумие, излечить от которого его смог лишь христианин Георгий, заточенный им же на десятилетия в тюрьму. Лишь некоторые языческие святыни сохранились до наших дней. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.